Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. И мы здесь говорим о нас, что нас ждет. Вивьен ясновидящая, и она подключается к хроникам Акаши, к информационному полю, и дает несколько разных вариаций событий. А в хрониках Акаши миллионы разных событий. Все зависит от того, как мы будем поступать. И это надо знать. Если вам говорят, что вот, завтра вы встретите козла в огороде с кошачьим хвостом, то это программа. Это делают гадалки. И знаете, что гадалки и те, кто видят, это совершенно два разных субъекта, объекты, как хотите называйте. Научиться смотреть карты, их значение, это может каждый, так же, как таблица умножения. Но решать интегралы и делать программы для того, чтобы самолет или ракета полетели в небо, может не каждый. Спасибо вам за энергообмен. И мы будем смотреть сегодня энергообмен за подписки, за комментарии. И будем смотреть, что посылает вам Вселенная, что она передает вам сейчас. Что она передает вам сейчас. Как у нас интересно, прям передает мне. И накапало, видите, сюда, и накапало на руку. Значит, Вселенная действительно что-то передает. И она очень хочет передать это и быстро. Вот когда получаются такие капли, это говорит о том, что Вселенная передает, что у вас будут какие-то материальные поступления. Это могут быть и денежные средства, это могут быть какие-то покупки. Или вам. Что передает вам Вселенная? Что передает Вселенная вам сейчас? Вселенная передает вам, посмотрите, очень хорошая такая, с одной стороны, здесь вот собачка вышла, то есть маленький друг, это друг какой-то маленький, которого вы не очень замечаете, но Вселенная говорит, обрати внимание, он очень много сделает для тебя. Что еще говорит Вселенная? А еще тебе нужно поменять режим дня, тебе нужно рано-рано просыпаться и рано ложиться спать, и тогда у тебя будет духовный рост. Ты найдешь какого-то своего учителя или учительницу, ну, для чего-то вам нужного, и он покажет вам обратную сторону Луны. Это что я такое говорю, обратную сторону Луны? Он покажет вам истину в существовании нашей жизни. Ой, сейчас мы еще посмотрим. Вы тоже пишите, что видите. Так, рядом с вами Вселенная передает. Есть человек, который вам передает. Вселенная говорит, вам передается от мира умерших. Какой-то человек, это больше похож на мужчину, который ушел уже в мир иной, хочет передать вам, и он стоит, Вселенная говорит, он стоит у тебя на защите. Он закрывает своими руками тебя и не дает тебя в беду. Что Вселенная хочет передать? Сейчас я дайте посмотрю еще. Вот прям петушок, прям золотой гребешок, прям 100%. Вселенная хочет передать, что вот этот человек очень-очень-очень важный вам. Ну, петушок, понимаете, красивый какой. Это всегда и послание, и очень часто это бывает и любовные такие вещи. Союз. Такой петушок – это к союзу. Он вам что-то принесет, вам будут какие-то известия даны. Что Вселенная вам еще говорит? Вселенная говорит вам, прячьте свои деньги, которые, если у вас есть какие-то накопленные деньги или материальные блага, те же диванчики и всякие там туфельки и муфельки, ну что-то всегда у человека есть, спрячьте и не показывайте другим людям. Еще вам Вселенная говорит, что поди, пожалуйста, в храм, дай милостыню дай. На входе, обратно, на выходе вообще нужно молчать. На входе дай милостыню, и милостыню дай, или это будут дети, ребенок, или это человек будет маленького роста, ну, может, карлик какой-то. То есть нужно обязательно дать милостыню. Что еще Вселенная говорит? Вселенная говорит, около вас есть, знаете, как
Попугайчик-какаду, который каркает, каркает и каркает. Женщина это или мужчина, смотрите сами, потом мы посмотрим еще на знаках. Вот что вам хочет передать, желает передать Вселенная. И вот еще вот идет с этим петухом, идет сердце на букву В. Это может быть и имя, и фамилия, это может быть какое-то послание. И если смотреть как руны, то идет руна Беркана. Это рождение, у кого-то может быть действительно прибавление в семействе, в вашем семействе, большом, маленьком, какое есть. А может быть начало чего-то нового. И вот это вот милостыню, которую нужно, как я сказала, дать как откуп, милостыню, именно в храме, не просто на улице каким-то этим, а именно в храме. Или в храме подать вы увидите. Ну, не знаю, как вы поймете эту ситуацию. И тогда у вас начнется созидание и новая жизнь. Идет к вам послание от лебедя, от какого-то очень такого человека, у которого есть какое-то место в жизни или состояние. Возможно, вам будут предлагать новую работу или какое-то занятие. Но будьте осторожны, рядом есть цапля, которая всегда хочет даже изо рта забрать вашу добычу, то есть вашу лягушку, которую вы поймали. Это вам передает Вселенная. Пишите «принимаю, приобретаю Вселенной с благодарностью». С благодарностью. Знаете слова, как надо произносить? А теперь мы будем смотреть дальше. Кому надо лично мои контакты, в профиле, в шапке профиля, в комментариях и в описании. А теперь мы будем смотреть, что вам передает Вселенная. А куда делись карты, на которых... Вот, смотрите, спрятались карты. А вот они, я их сюда поставила. Что хочет вам передать Вселенная? Вселенная говорит, что может быть упадок сил, но не волнуйся, потому что идет такое, что тебе ты будешь, кто-то болеет, будет выздоравливать. Если просто упадок сил какой-то или кто-то энергию там вас подворовывает, то вы воспрянете и прям пойдете в наступление. Что Вселенная желает вам передать? Вселенная желает вам передать, что посмотри по сторонам, ты не видишь основное. Что основное? Что ты не видишь истину жизни. Ты зачем-то гонишься, зачем-то, а это все призрачное. Что? Да, вот знаете, вышло, как будто много людей. Вселенная вам говорит, прекрати слушать мнение чужих людей. Тебе они абсолютно не нужны. А ты им вообще не нужен. Это просто есть люди, которые делают какие-то гадости и получают от этого просто удовольствие. Это у них образ жизни. Что Вселенная вам еще говорит? Она говорит, что прими со смирением радость жизни. И говори себе, радуйся, радуйся. Что еще говорит? Она говорит, что твоим каким-то злоключением, чему-то приходит конец. Приходит конец, если ты разберешься, вот этот упадок, оно приходит конец. Если вы болеете, то идет выздоровление. И если вы к чему-то стремились, у вас как-то тяжело в жизни, то приходит конец, но только тогда, когда вы поймете по-другому, что такое есть жизнь на этой планете, как нужно относиться, любить себя, любить других людей во благо мне, во благо всем. Что? Да, перерождение ваше будет действительно сложное, прям стиснув зубы, через боль. Или если вы болезнь какая-то, то через боль. Так, правильно. У вас идет воссоединение с кем-то, или вам предложат какую-то работу, и вы соединитесь вместе, воссоединение будет, коллектив, или вам предложат какое-то дело, и вы тоже воссоединитесь с человеком, и идет, что если сделать все правильно,
правильно подливать бизнес, подливать им водичку, энергию, и тогда все будет чики-поки в цветах и изобилии. Так, Вселенная вам говорит, что возможно, что вам нужно будет куда-то поехать после того, когда вы переосмыслите вот эту вот основу жизни. И да, действительно, то есть и у вас будет и моральный, и материальный приход. И Вселенная хочет об этом сказать. И тут идет вот... Нужно будет убежать от тех людей, которые вам не нужны, которые вам портили жизнь. Просто взять... И здесь идет действительно странствие, перемена места жительства у кого-то будет. Это может быть и страна, и город, и просто район, смена работы. Бегство это называется, уйти. И тогда будет творчество. Нужно будет, еще Вселенная передает, что нужно будет обязательно сходить. Послание от умерших идет. Нужно будет сходить кому-то на кладбище и сделать все в храме, в разных религиях по-разному, помянуть этого человека. И Вселенная говорит, если ты не сделаешь, то у тебя опять начнется истощение. Что Вселенная еще говорит? Вот если ты это все сделаешь, ты вдруг познаешь, что ты свободен своей душой и волей. Кто у меня записывался в группу на заказ, на групповую поименную чистку, свободная доля, свободная воля. Видите, какой знак машины просигналили? Так и есть. Вы получите эту свободную волю. Кто еще желает, пожалуйста, подписывайтесь в Телеграм. И там я всегда сообщаю, когда у нас будет новый обряд, общий новый обряд. А если кто-то хочет лично, пожалуйста, лично, но это будет немножко другая цена. Потому что все в нашей жизни продается и покупается. Это надо знать. И спасибо вам, пожалуйста, спасибо вам, пожалуйста, и спасибо за ваш энергообмен и за ваши донаты. С вами была Вивьена, и такое послание было от Вселенной. Принимаю, приобретаю. Пока-пока.